Если ты смотришь мой канал достаточно давно, то, возможно, помнишь, что у меня есть обзоры электрических зубных щеток. В частности, электромеханической, то есть где головка щетки со щетинками совершает какие-то вращательные и поступательные движения, и ультразвуковой щетки, где сама головка никаких движений не совершает, но при этом у нее колеблется ворсинки. Соответственно, в-первых, толк знает Oral-B и Braun, а во-вторых, толк знает Philips. Помимо принципа действия, у этих щеток есть еще отличия в используемых аккумуляторах. В Braun Oral-B, как правило, применяются никель-металл-гидридные аккумуляторы, ну а в Philips, как правило, стоят литиевые аккумуляторы. Соответственно, мою щетку Oral-B я купил где-то в начале 2013 года. И если поначалу ее можно было заряжать раз в неделю, и заряда хватало на всю неделю ежедневного использования минимум по 2 раза, то к 2017 году, то есть спустя 4 года, она уже требовала практически ежедневной зарядки. То есть ресурс аккумулятора выработан, что в принципе достаточно нормальный показатель для одного никель-металл-гидридного аккумулятора, который проработал аж 4 года. Соответственно, Oral-B, разумеется, считает, что ты раз в 4 года должен покупать себе новую щетку. И для конечного потребителя никакой простой замены аккумулятора в данной щетке не предусмотрено. Как ее не предусмотрено в любой другой щетке, во многом потому, что там герметичный корпус и зарядка происходит индукционным способом. Но это, конечно, все отговорки. На самом деле это чистой воды маркетинг. То есть попытка заставить тебя раз в 4 года покупать новую щетку исключительно потому, что в ней, грубо говоря, села батарейка. Это как если каждый раз, когда заполнилась пепельница, покупать новую машину. Вот примерно из той же оперы. Лично я не вижу никакой проблемы давать пользователю менять даже литиевые аккумуляторы, хотя они вроде как потенциально опасные. А уж не давать конечному потребителю заменить никель-металл-гидридный аккумулятор, химия которого вполне себе безопасна, но это вообще уже за гранью добра и зла. Но, разумеется, если щетка прекрасно работает, в ней ничего больше не сломалось, то имеет смысл заменить в ней аккумулятор и продолжать ей пользоваться дальше. Сложного, в принципе, в этой процедуре ничего нет. Можно справиться, где-то за час с перекурами. Единственное, скорее всего, не получится сохранить идеальный внешний вид щетки. Там будет в одном месте царапинка, и об этом я сейчас скажу. Значит, Oral-B подразумевает, что попользовавшись щеткой 4 года, ты, согласно различным законам, которые действуют в том же Евросоюзе, должен сам вытащить из нее батарейку утилизировать отдельно вместе с остальными батарейками, потому что она содержит всякие там токсичные химические вещества и так далее, ну а щетку выкинуть отдельно. Соответственно, для того, чтобы ты это смог сделать, в комплекте с зубными щетками Oral-B идет ключ для того, чтобы ее можно было достаточно легко разобрать. Ну, у меня вот для примера здесь две щетки Oral-B. Они примерно одинаковые, примерно из той же серии. Но у одной этот ключ находится на блоке зарядки, там такой многогранничек выступает, а у второй этим многогранником является та пипка, на которую ты ее насаживаешь, то есть сама зарядка. Соответственно, что нужно сделать? Нужно вот эту выпуклость на зарядке вставить во впуклость в нижней части щетки и провернуть где-то примерно на четверть оборота, чтобы нижняя крышка открутилась. Скорее всего, если у тебя, как у меня, щетка, которая уже 4 года, так просто это сделать не получится. По многим причинам, в том числе потому, что на днище обычно все-таки попадает зубная паста, она там каменеет и забивает все вот эти вот щели, и открутить становится очень сложно. Соответственно, что нужно сделать, чтобы упростить себе задачу и не сломать щетку? Нужно вскипятить воду и налить ее в какую-нибудь емкость, ну я вот здесь вот вскипятил воду в турке, и опустить туда нижнюю часть щетки, где-то на минуту. Это, во-первых, размягчит пластик, а во-вторых, размягчит вот эти отложения из жесткой воды, зубной пасты и так далее. Соответственно, после того, как ты подержал нижнюю часть щетки где-то минутку-две в кипятке, снова вставляешь этот самый ключ, который находится либо на кроватке зарядки, либо на адаптере, и проворачиваешь, где-то примерно там на четверть или полоборота. После этого центральная часть крышки легко снимается, а ее ободок
нужно аккуратно поддеть отверткой. Чтобы проще было это делать, тоже опусти его в кипяток на минутку, чтобы пластик стал более податливый, и аккуратненько так отверточкой сними. Соответственно, внутри ты увидишь два таких лепестка, которые можно просто пальцами зажать, чтобы центральная основная часть щетки вышла из корпуса. Но пока она выходить не собирается, потому что щетку за штифт держит специальное кольцо, которое находится в верхней части корпуса щетки. Вот его нужно вытаскивать максимально аккуратно. К сожалению, не получится сделать это, не повредив это кольцо. То есть следы того, что ты пытался его выковырять, останутся. Потому что оно выходит очень тяжело. Соответственно, нужно попробовать обмотать обычные пассатижи чем-нибудь мягким, чтобы как можно меньше следов оставлять. И все равно придется немножечко подколупливать это кольцо, чтобы оно вылезло. При этом аккуратнее действуй, потому что очень легко повредить верхнюю часть корпуса, потому что материал, из которого он сделан, чем-то напоминает шарик от пинг-понга. То есть он достаточно мягкий и продавливается. Для облегчения задачи точно так же держишь вот эту часть пластиковую в кипятке где-то минутку-две. Она размягчится и станет проще вытаскивать. Соответственно, это самая сложная часть – вытащить вот это ебучее кольцо. Самое главное – это кольцо не проебать, потому что если ты его потеряешь, как вот это случилось со второй щеткой, которую я показывал чуть раньше, то где его взять вообще непонятно. Единственная идея, которая меня посетила, это сходить в какую-нибудь аптеку и спиздить это кольцо со стенда со щетками, которые там стоят. Ну хули они там просто так стоят. Но, к сожалению, от таких уебанов, как я, головки щетки там прикручены таким болтиком с тросиком. Ценнейшие советы напечатать это колечко на 3D принтере. Для того, чтобы напечатать это колечко на 3D принтере, нужно либо иметь это колечко, либо иметь чертежи этого колечка, потому что лично у меня нет уверенности, что колечко от одной модели щетки подойдет к другой модели щетки. Проверять это мы, конечно, не будем, потому что мне лень вновь снимать это ебаное колечко. Поэтому, если уж на то пошло, проще просто залить там все термоклеем или какой-нибудь эпоксидкой и забыть об этом еще на 4 года. Соответственно, это кольцо очень важно, и постарайся его не проебать. И, как я уже сказал, к сожалению, не повредив его, вытащить невозможно. Это единственное место, которое станет чуть-чуть подзадроченным в результате этого ремонта. Соответственно, еще раз подцепляем вот те лепестки, которые находятся внутри и удерживают центральную часть корпуса, и вытаскиваем все нутро щетки. Вот оно. Соответственно, здесь хорошо виден и аккумулятор, и двигатель, который стоит над ним. Там есть такая пластиковая штучка с пружинкой, ее тоже нужно вытащить и желательно не проебать. Если вдруг проебешь, то, возможно, ее можно изготовить из какой-нибудь пробки, которым затыкаются стеклянные пузырьки с лекарствами. Ну, в общем, здесь какой-то еще вариант есть, из чего можно это сделать. Собственно говоря, у аккумулятора есть усики, которые приварены и идут туда на плату. Аккуратненько с помощью ножа или резака или пассатижей отламываем батарейку от усиков. Желательно эти усики сохранить, потому что мы будем к ним припаивать наш новый аккумулятор. Но прежде чем перейти к замене этого самого аккумулятора, краткий курс, почему маркетологи пидорасы. В данной щетке используется аккумулятор так называемого технического типа размера. То есть такие аккумуляторы не применяются в той технике, где подразумевается замена батарей конечным потребителям, а они используются, как правило, во всяких сборках и спайках. То есть такие аккумуляторы продаются уже в каком-то готовом корпусе, и внутри их заменить нельзя. Ну, то есть подразумевается, что заменить их нельзя. До массового появления литиевых и прочих аккумуляторов в ручном инструменте, например, именно такие аккумуляторы использовались, например, в шуруповертах. В данной зубной щетке нет ни одной причины использовать именно этот аккумулятор, кроме той, чтобы усложнить тебе, конечному пользователю, его замену. Вот тут некоторые считают, что это сделано для того, чтобы на заводах не пиздили аккумуляторы. На самом деле на заводах пиздят любые аккумуляторы, и мне кажется, это какой-то дурацкий аргумент. Кроме того, кто-то предполагает, что это все потому, что запланированное устаревание. Нет, это все потому, что пидорасы.
В данной зубной щетке нет ни единой причины припаивать этот аккумулятор к усикам. Вместо того, чтобы поставить, например, колодку, откуда этот аккумулятор можно было бы вытаскивать, кроме все той же причины максимально усложнить тебе, конечному покупателю, замену аккумулятора в данной щетке. Более того, среди модельного ряда Braun Oral-B есть зубные щетки, характеристики которых вроде бы ничем не отличаются, кроме длительности работы от одной зарядки. И внутри эти щетки абсолютно идентичны, и отличаются они только вот этим аккумулятором. Здесь типа топовая модель, он достаточно длинненький, а в тех днищенских моделях стоит такой же по толщине, но покороче, то есть в нем меньше емкость. Если бы Oral-B во все свои щетки ставила бы один и тот же аккумулятор, то их можно было бы покупать большим оптом и вообще упростить логистику всей этой хрени, потому что пришлось бы закупать только один тип аккумулятора, что в конечном счете снизило бы себестоимость и, наверное, конечную цену этого товара для потребителя. Соответственно, в использовании вот этих аккумуляторов еще и разного типа размера нет никакой логичной причины, кроме маркетинговой, то есть искусственно создавать некий ассортимент продуктов, которые на самом деле ничем не отличаются, кроме каких-то незначительных параметров. За все вот это вот маркетологов нужно расстреливать. И вот эти аккумуляторы им пихать в жопу, блядь. Ладно, при замене этого аккумулятора у тебя есть два путя, как обычно. Первый путь – это купить точно такой же аккумулятор. Это можно сделать много где, ну, разумеется, в интернете, в китайских и не очень китайских магазинах. Единственное, я бы, наверное, не очень рекомендовал там покупать, потому что эти аккумуляторы будут неизвестного качества. И проебавшись с ремонтом, может получиться так, что аккумулятор полудохлый, с помойки, не выдерживает заявленную емкость и так далее. Но тем не менее такой вариант уже возможен, и они в том числе продаются с уже напаянными этими усиками. В этом случае тебе нужно будет отпаять те усики, которые мы оставили сейчас, и уже новый аккумулятор припаять на нужное место. Я решил пойти по другому пути, а именно поставить туда совершенно обычный аккумулятор типа АА. Их можно купить практически в любом магазине, и, как правило, это будет какая-то проверенная фирма, у которой действительно хорошие аккумуляторы. Ну, например, GP. Наверное, наиболее часто встречающаяся марка в магазинах. Соответственно, у меня там в загашнике были аккумуляторы GP емкостью 2300 мАч, и, в общем-то, именно такой аккумулятор я и решил поставить. Имей в виду, что для того, чтобы туда влез аккумулятор АА, нужно будет чуть-чуть подрезать вот этот вот батарейный отсек. Там есть такие ребра жесткости, их нужно будет чуть-чуть подрезать, либо вообще выломать. Соответственно, первое, что нужно сделать, это каким-то образом залудить контактные площадки этого аккумулятора. Здесь есть много всяких хитростей. Кто-то использует кислоту, ну, например, аспирином можно паять. Но мне не очень нравятся аспириновые соединения, потому что здесь, как я уже сказал, аккумулятор будет жить где-то года 4 как минимум. И за эти 4 года остатки кислоты в месте пайки, скорее всего, такое соединение разрушат. То есть там будет коррозия. Как ты не мой место пайки, все равно останутся остатки кислоты, и в конечном счете они разрушат соединение, которое было спаяно на кислоту. Поэтому я не использую кислоту, я просто зачищаю эти площадки и использую совершенно обычный припой, правда с канифолио, которая вроде как тоже кислота. Ну ладно. Когда будешь паять, важно не перегреть аккумулятор, потому что он от этого портится. Поэтому постарайся не испортить аккумулятор и не поставить в щетку уже заведомо испорченный аккум. Соответственно, после того, как аккумулятор подготовлен к впаиванию на место уже, к тем самым усикам, нужно еще раз убедиться, что полярность правильная. Старый аккумулятор плюсиком смотрел в сторону двигателя. Соответственно, и новый мы ставим точно так же. Подпаиваем те самые усики. И теперь, в принципе, щетку можно проверить. Она должна завестись.
Значит, аккумулятор мы поставили правильно. Теперь остается разобраться с той самой пружинкой, которая упиралась в двигатель и в батарейку. Она, естественно, теперь слишком длинная, потому что она была рассчитана под аккумулятор другой длины. Поэтому откусываем у нее лишние витки и с помощью пассатиши такой-то матери вставляем ее на место. Мне еще пришлось вот в той пластиковой хрени вырезать там такую штучку, чтобы она влезла поверх слишком большого напаянного соединения, которое получилось. Дело в том, что оригинальный аккумулятор был без плюсового контакта, без вот этой вот пипочки, а этот с пипочкой, поэтому под эту пипочку пришлось немножечко подрезать пластик. Соответственно, щетка вроде бы работает. Перед тем, как все ставить на место, нужно проверить, заряжается ли она. Если она не заряжается, то, возможно, в процессе разборки ты повредил какие-то контакты катушки. Нужно еще раз все внимательно посмотреть. Если вдруг там порван контакт, то есть порван проводок, их нужно аккуратненько спаять. Соответственно, проверив и при необходимости пропаяв все соединения, можно приступать к сборке щетки обратно. Это неплохой шанс отмыть все. То есть за длительное использование, скорее всего, там где-то скопилась какая-то грязь, остатки зубной пасты и так далее. Весь корпус можно отмыть. Не забудь после этого просушить на батарее, потому что внутри не должно быть влаги. Соответственно, сначала вставляешь тельце щетки внутрь корпуса и защелкиваешь на ушки. То есть вставлять нужно до щелчка, чтобы ушки защелкнулись. Теперь надеваешь нижнюю крышку, вставляешь центральную часть. Тут не забудь, в какую сторону ты ее откручивал, чтобы ее правильно вставить и не сломать. Затягиваешь ее все той же зарядкой на четверть оборота. Теперь нужно надеть ебучее кольцо. Вообще это сраное кольцо, это самая мудацкая часть этой щетки, и все было бы в 1000 раз проще, если бы здесь стояло какое-то другое уплотнение. Но, к сожалению, вот оно такое. Соответственно, бросаем его точно так же в кипяток, где-то на минутку-две. Потом достаешь и тут же, пока оно не остыло, насаживаешь. Насаживать нужно до 2 щелчков. Собственно говоря, все. Мы заменили аккумулятор на щетке. И будем надеяться, что она прослужит еще долгие годы, после чего мы, может быть, опять заменим аккумулятор, и она продолжит работать. Потому что ресурс используемого двигателя просто огромен, и он практически не изнашивается. Единственное, там может наебнуться какая-нибудь электроника, что, в общем-то, тоже на самом деле вряд ли. Что касается электроники, то возможна такая ситуация, когда щетка с замененным аккумулятором откажется заряжаться. Ничего страшного, это решаемо и, в принципе, ожидаемо, поскольку мы заменили аккумулятор. Соответственно, если на свежезаряженном аккумуляторе ты попользовался зубной щеткой пару раз и индикатор заряда вдруг начал показывать, что аккумулятор разряжен, то ничего страшного здесь нет. Тебе нужно включить эту щетку в режим постоянной работы, там есть один из режимов, и просто оставить ее, пусть она крутится до тех пор, пока батарея полностью не разрядится. После этого поставь ее на зарядку на сутки. Потом снова сними и снова включи режим постоянной работы, опять-таки до тех пор, пока аккумулятор полностью не разрядится. Это поможет произвести калибровку контроллера батареи, и после этого зубная щетка начнет работать по-нормальному. То есть можно ее спокойно заряжать, начинать пользоваться, и индикатор заряда начнет показывать правильный заряд. Соответственно, вот таким нехитрым способом можно починить старую зубную щетку и продолжать ей пользоваться. Ну и, наверное, расскажу о том, как разобрать другие модели электрических щеток фирмы Braun. Ну, например, Professional 500 разбирается гораздо проще. Ты снимаешь нижнюю крышку, а потом давишь сверху на штифт. И весь внутренний механизм вылезает через нижнюю крышку. Дальше нужно разобрать батарейный отсек и выпаять батарейку. Ну а дальше все то же самое. Немножечко по-другому разбирается зубная щетка Vitality. Здесь тоже в комментах просили, рассказываю как. На заряднике от Vitality внизу есть такая маленькая дырочка. И туда нужно вставить штифт, то есть ту часть, на которую насаживаются головки, и немножечко так, как рычагом, подогнуть. В совсем уж старых моделях этой дырочки нет, поэтому придется воспользоваться тем, чем удобно. Ну, например, пассатижами, проложив там все чем-нибудь мягким, чтобы не повредить щетку. Действую очень аккуратно, потому что действительно все нахер можно разломать, например, разломать корпус.
После того, как крышка освобождена, весь внутренний механизм можно вытащить, и при этом может вылететь пружина. Смотри, не потеряй ее. Пружина находится внутри катушки в самом низу щетки. Там же рядом с катушкой хорошо виден минусовой контакт батареи. Его нужно отпаять от платы. Плюсовой контакт находится на плате примерно посередине. Он там один такой стоит, его тоже нужно отпаять. И плату можно будет чуть-чуть приподнять вверх со стороны кнопки включения. Для того, чтобы поднять нижнюю часть платы, нужно в районе катушки найти два таких черных ушка, которые зацепляются за белую часть, где находится батарея. Аккуратно поддев их отверточкой, можно всю плату вытащить вверх. Открывается доступ к батарее, вытаскиваешь ее, меняешь, припаиваешь либо те же самые ушки, либо, наверное, проводами можно обойтись, ну и после этого собираешь зубную щетку в обратном порядке. То есть, по большому счету, все щетки разбираются, но кто-то тут жаловался, что бывают какие-то флоссеры, у которых батарея залита. Но, тем не менее, если у тебя упала емкость батареи, то имеет смысл попробовать все-таки аккуратно разобрать твою щетку и заменить эту самую батарею. Я бог Ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.